Россияне возглавили Совбез ООН, Грузию не пускают в Евросоюз и еще одного поляка посадили в Беларуси. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Это не мы, и нас там нет. Уже 2 года называется «Мы не совершаем ударов по гражданским целям». Так говорит Песков об ударах по детской больнице в Киеве. Речь идет о падении антиракет. Вашингтонский саммит НАТО стартует сегодня. Пока известны главные цели и несколько важных заявлений уже есть. И я оптимистично настроен, что союзники продолжат увеличивать расходы на оборону. Что изменится после выборов во Франции? Сможет ли новый премьер отправить страну по другому курсу? Мы же вынесли, а теперь мы будем вести свою линию. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Укрепить это доверие можно, поставив лайк, оставив комментарий или подписавшись на канал, если вы этого еще не сделали. И кнопочка «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали. Совет Безопасности ООН собирается на экстренное заседание после массированной атаки россиян по Украине в понедельник утром 8 июля. Экстренное заседание призвали провести ряд государств, среди которых Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и США. Но главный парадокс заключается в том, что председательствует в Совете Безопасности ООН в этом месяце именно Россия. Украинский представитель в организации говорит, что Москва, цитирую, склонна совершать самые отвратительные преступления во время своего председательства в Совбезе ООН. Сколько еще понадобится российских преступлений, чтобы решить вопрос о пребывании диктаторского кремлевского режима в советской постоянной резиденции? Какие жестокости нужно совершить, чтобы вето агрессора было игнорировано, а Совет Безопасности мог отреагировать на агрессию и военные преступления России? В России уже пообещали предоставить доказательства того, что это не они, и сделать так, чтобы украинские доказательства того, что именно Россия обстреляла детский медицинский центр «Ахмадет» в Киеве, выглядели ничтожными. На это, конечно же, тоже отреагировали и в Кремле. Говорят, это украинская антиракета, которая, видимо, была выпущена просто в воздух, а не то, чтобы отразить российскую атаку. Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракет. И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе, имеющим отношение к военному потенциалу режима. Действительно, после всех этих заявлений и после попыток перевесить на Украину ответственность за гибель по последним на момент записи видео оценкам 37 человек, председательствование РФ в Совете Безопасности ООН выглядит как минимум странным. Как можно объяснить логику маньяка нормальному человеку? Мне кажется, очень тяжело, потому что не каждый из нас захочет влазить в эту шкуру и не должен, и не будет. Это «Держите меня 7». Вот такое по-русски, вот так вот. Не наплевать, что вы там делаете, вы все равно резолюции не перепишете, уже все написано, никто Украину принимать не будет. Поэтому вот так вам всем я покажу, кто я есть, когда ударил по детской больнице. А зачем? Там кто-то блеял в свое время Лукашенко о том, что там где-то в этих больницах находятся военные и все остальное. Вонка больница в Ахмадеде. К сожалению, политики, которые принимают сейчас решения, наверное, или плохо учились в школе, или давно учились в школе. Заигрывание с диктатором всегда приводит войну на твою территорию. Вы понимаете, когда закончатся украинцы, не дай бог, да? Ну, это уже ваша будет проблема. Всех, кто сейчас думает, дать или не дать, взять вас в НАТО, не взять, отреагировать на сегодняшний день, не отреагировать, отрефлексировать на поведение диктатора, не отрефлексировать. Ну, вспомните Вторую мировую войну. Мы Чехия сейчас, только Чехия, которая воюет. Процесс интеграции Грузии в Европейский Союз приостановлен, говорит посол ЕС в стране.
Принятие так называемого закона об иноагентах – это шаг назад по сравнению с 9 шагами вперед, о которых Тбилиси договорились с Брюсселем. Мне жаль это говорить, но лидеры стран ЕС согласились остановить процесс вступления Грузии в ЕС. Намерения нынешнего правительства Грузии не ясны для лидеров Евросоюза, также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно. Посол выразил надежду, что после выборов в октябре новое правительство сможет начать серьезную работу по возвращению Грузии на путь евроинтеграции. Ну а пока США, к примеру, решили повременить с совместными учениями. В принципе, посол США в Грузии говорит о пересмотре двусторонних отношений. Все из-за неоднозначных заявлений представителей правящей партии. Гражданина Польши засудили в Беларуси к 14 годам колонии. Не сейчас, аж 14 июня. Но из-за того, что дело рассматривали в закрытом режиме, результаты стали известны только сейчас. В Беларуси осуждены по политическим мотивам несколько граждан Польши. Ежи Живалевский, Роберт Тампала и Томаш Береза. Еще один, Роман Галуза, находится под стражей и ожидает суда. Кроме того, политзаключенным является белорусско-польский журналист и активист польского меньшинства в Беларуси Анджей Почобут. Польша требует его освобождения. Вашингтонский саммит НАТО стартует сегодня в Соединенных Штатах. Обязательно представители 32 стран, плюс приглашенные всего представители более 50 стран и организаций собрались, чтобы решить несколько важных для Альянса вопросов, как то кибербезопасность, гибридная война в Европе и, конечно, помощь Украине. На этом саммите мы отметим 75-летие величайшего оборонительного альянса в истории. Саммит углубит наши необыкновенные трансатлантические связи и укрепит нашу общую безопасность. Я знаю, что президент Байден гордится тем, что принимает у себя этот саммит, и он с нетерпением ждет возможности отметить наши исторические достижения вместе с лидерами наших 32 союзников по НАТО. Генеральный секретарь Альянса в начале саммита рассказал о целях всего собрания. И я оптимистично настроен, что союзники продолжат увеличивать расходы на оборону, потому что 2% – это минимум. Необходимо продолжать увеличивать расходы на оборону по всему Альянсу. На саммите будут приняты решения по дальнейшему усилению нашей поддержки Украины. И Россия должна понять, что времени остается мало. Они должны принять решение, при котором Украина станет суверенным, независимым государством. Премьер-министр Индии прилетел к Путину. Это первая поездка Нарендра Моди после переизбрания на пост. Индийские медиа пишут, что, скорее всего, разговор будет об экономике. Один из высокопоставленных индийских чиновников заявил каналу Reuters, что устранение торгового дисбаланса Индии с Россией и обеспечение освобождения индийских граждан, которые были введены в заблуждение для участия в украинском конфликте, будут одними из главных приоритетов Моди в Москве. Ну а пока он обнимается с Путиным и в резиденции в Новоогарёво будет беседовать с глазу на глаз. Уважаемый премьер-министр, еще раз добрый день, очень рад вас видеть. Официальные разговоры у нас состоятся завтра. А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. Мне очень приятно навестить друга в его доме. Я благодарю вас за то, что вы пригласили меня в свой дом, составили для меня такую программу, и за ваши добрые слова. Я ценю это. Этим визитом обеспокоенные в Белом доме призывают всех, кто встречается вот так с Путиным, а это премьер-министры Индии и Венгрии как минимум, в случае, если они говорят о войне в Украине, то четко заявлять, что любое разрешение конфликта в Украине должно быть таким, которое уважает устав ООН, уважает территориальную целостность и суверенитет страны. Я обращусь к публичным выступлениям премьер-министра Моди, чтобы понять, о чем он говорил. Но, как я уже сказал, мы прямо заявили Индии о нашей озабоченности по поводу их отношений с Россией. И поэтому мы надеемся, что Индия и любая другая страна, когда они будут взаимодействовать с Россией, ясно дадут понять, что Россия должна уважать устав ООН, должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Выборы во Франции прошли, а мнение о том, кто должен стать премьер-министром, единого так и не кристаллизовалось. Что об этом думают сами французы? Зачастую они дают нам понять, что у них есть то, чего нет у постсоветского избирателя – электоральная память. Есть способы править вместе, потому что на самом деле в президентском лагере есть довольно много людей, которые, скажем так, являются представителями старых левых, социалистических левых, более традиционных левых. Изменится ли что-то для страны со сменой премьер-министра, на что повлияет смена политического курса, да и будет ли она вообще? Мы спросили у политического эксперта Олега Лесного. Наверное, некрасивое слово договорники, нет, консультации. И консультации между победившими, они не монолит. На самом деле то, что произошло, это произошло для того, чтобы был общий враг, общий, такой политический. Главное, чтобы Ле Пен не прошла. То есть это законченное действие для этой группы политических партий, которые вынесли на 3-е место. Да, и теперь внутри может прозвучать, например, социалисты скажут, мы же вынесли, а теперь мы будем вести свою линию, мы должны развивать государство, мы должны сотрудничать, мы пришли для того, чтобы сделать Францию новой или лучше, да, и начнутся консультации. Поэтому есть большая вероятность того, что, во-первых, будет долго формироваться коалиция, потом может появиться техническое правительство. То есть оно будет собрано из всего калейдоскопа политических сил. Во Франции президентская власть одна из мощных в Евросоюзе. Это факт. Поэтому я понимаю, что он сможет влиять на ситуацию разными путями на самом деле. У него в руках очень много рычагов. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, поэтому не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте делать так и дальше. Ну и также не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, все это тоже очень важно. У меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.